Всем доброго времени суток, с вами Асакур, и сегодня в мобильных хрониках хаоса мы проанализируем новый режим под названием Draft Legend. Подписывайтесь на канал, и мы начинаем. Сегодня, 21 февраля, у нас в игре появилось временное событие, которое продлится 7 дней. Призы здесь чисто символические, но считаю, что данный режим направлен на расширение кругозора и пропускать его не стоит. Заключается он в том, что используя жетоны, которые выдаются за вход в игру, открытие героических сундуков и сундуков запределья, нам предлагают сразиться против игроков в особом формате. Условия формата таковы. Для начала осуществляется поиск соперника. Когда мы его находим, нам предлагают собрать сначала команду защиты, а потом команду атаки, поочередно выбирая героя за героем с максимальной прокачкой из 3, то есть всего 15 случайно предоставленных вариантов среди всех 56 персонажей игры. Стоит отметить, что если, например, обе атакующие команды победили, а в защите обе проиграли, то в итоге победителем будет считаться тот игрок, который потратил наименьшее количество времени на бой. Так вот, наша цель разобраться, какую стратегию при выборе героев использовать в атаке и защите, проигрывая как можно реже. Сыграв уже 12 матчей в этом режиме с результатами 10 побед и 2 поражения в начале, я выявил несколько фишек и ошибок, которые стоит знать в первую очередь. Начнем с ошибок. И первая ошибка – игнорирование выпавшего в первые ходы танка. Объясню на примере. У меня возникла ситуация, где в первом ходу выпали 2 танка и Маджо. Понимая, что сразу взяв шамана, у меня будет хороший выход на магов вместе с магическим пробивником, поэтому мой выбор пал именно на него. Однако в последующие 4 хода мне больше не выпадал ни один танк. Пытаясь выйти из ситуации, я взял Альванора на первую линию, но этого было недостаточно, поэтому если все же в первый ход вам выпадает танк, то лучше взять именно его. Исключением является судья, и в первом ходу его можно взять вместо танка, так благодаря его крепким щитам вам откроется возможность выставлять не только танка на первую линию, но и того же Альванора и других героев, которые становятся перед судьей. В этом режиме не важно, какой именно танк у вас будет в пачке, но если предлагается выбор из нескольких сразу, то исходите из их универсальности. Вторая ошибка – набор большого количества дэмэдж-дилеров, особенно физиков. В целом сейчас в мобильных хрониках хаоса преимущество за магами, так как к ним вы можете подобрать несчитанное количество героев поддержки, которые зачастую и сами являются магами. А также магам не обязателен пробивник, поэтому можно иметь несколько героев поддержки с первым артефактом на магическую атаку и не иметь ни одного героя в пачке с артефактом на пробив защиты от магии и успешно побеждать при этом. В то время как физики строго прикреплены либо к Джету, Себастьяну, Айзеку, если это инженеры, либо же к Небуле. И их потребность в пробивании брони гораздо выше, чем потребность у магов пробивать защиту от магии. И если же кто-либо из героев поддержки или из пробивников для физиков не выпадает, то одними дэмэдж-дилерами сражаться становится куда сложнее. Поэтому я рекомендую играть именно магическими пачками как в атаке, так и в защите, так как это более универсальный вариант. Но возникают и ситуации, когда выпавшие 3 из 3 героев являются физиками или же наоборот магами, и от этого никак не защититься. Третья ошибка – набор 2 и более танков. В этом нет никакой необходимости, так как если у соперника грамотно выстроена пачка, то он пробьет хоть даже 5 танков, поэтому после выбора героя первой линии, если представится случай, то в принципе можно добрать к нему какого-нибудь сами-танка по типу Маркуса, Андвари или Арахны, либо же взять судью, но второго полноценного танка точно брать не стоит даже с Тристаном. Теперь о самых главных фишках. Первое. После выбора танка выбирайте как можно более универсального мага поддержки, либо же сами-танка. Их список и приоритет выбора у вас на экране. После же выбора 1-2 героев поддержки можно взять любого мага-пробивника. Второе. Набирая свой защитный состав, обращайте внимание, какие герои в атакующую команду выпадают сопернику, и гипотетически представляйте их возможности и уязвимости. То же самое касается и того момента, когда вы выбираете команду для атаки, там уже точно показано, каких героев в защиту взял оппонент. Третье. Старайтесь сочетать ваших героев по первым артефактам, будь то это физики или же маги. Элемент случайности не позволит вам создать идеальный пак, поэтому исходите из ситуации, в которой желательно взять одного танка, одного пробивника, одного лекаря, одного героя поддержки и еще одного героя по ситуации, будь то семи-танка или же какого-либо героя в связку. Изначально ориентироваться на составление полноценной связки не рекомендую, поэтому играть в этом режиме, например, оленями
героями имеет мало смысла, так как шанс выпадения двух необходимых вам героев в связку довольно низок, если учитывать, что предлагается только 15 случайных героев из всех 56. Чтобы более конкретно представлять себе весь процесс построения пачек, сейчас мы попробуем напасть на кого-либо и проанализировать сложившуюся ситуацию из предложенных нам героев. Наш первый оппонент с 372 сервера. Сейчас мы будем выбирать команду в защиту. Здесь, рискуя, я беру судью в надежде, что далее выпадет какой-нибудь танк. Далее нам предлагают Фокс, Тристана и Йоргена, и тут, конечно же, нужно выбрать последнего. Наконец-то приходит первый танк, и мы сразу же забираем его. Четвертым героем нам предлагают двух магических пробивников и Альванора. Учитывая, что оппоненту выпадает много физиков, я колебался между ним и Лилит, но потом понял, что более серьезным выбором здесь станет все же Лилит, так как наш Чаба уже надежно защищен щитами судьи. И с последним героем нам везет, выпадает Ксеша, которая отлично сочетается с Демонессой и Йоргеном, образуя между собой связку хаотиков. Выбираем ее и ждем соперника. Теперь нам предстоит собрать атакующую команду. Сразу же падает танк Зири и сами-танк Маркус. Мой выбор за Маркусом, так как с ним можно собрать более интересные композиции. Далее мы видим Небулу, Кристу и Морриган. От Кристы мало смысла без Ларса, а дожидаться мы его точно не будем. Морриган хороша с нежитью или против Руфуса, но мы не собираемся играть от фракции, а в защите у соперника уже стоит Аврора. Поэтому самым оптимальным и универсальным решением в развитии нашей пачки станет Небула. Далее нам выпадают Темная Звезда, Дариан и Майя, и здесь стоит обратить внимание, что у оппонента в пачке присутствует Сатори. Конечно же, лучшим решением против него станет Майя со своим лечением и первым артефактом на защиту от магии. В совокупности с таким же артефактом у Маркуса, наш защитный потенциал от магии станет крайне высоким. Четвертым героем, не думая, стоит забрать пробивника Маджо, а последним для выбора идеален Безликий. Его копирование способностей, учитывая такой пул героев, окажется крайне эффективным в совокупности с броском силы, который выиграет для нас дополнительное время. Мы выиграли и в защите, так как у Исмаила не было шансов против усиленного щита Чабы и контроля от судьи и Йоргена в целом. А в это же время Ксеша и Лилит на задних рядах находились в полной безопасности и вносили свое влияние без каких-либо проблем. Следующий соперник со 107 сервера. Собираем защитную пачку. Сразу же забираем Чабу, чтобы окончательно решить вопрос с танком. Гелиос – отличный оборонительный герой, который стабильно приносит неприятности критовикам, поэтому он наш. Далее выбор пойдет на Амиру, так как она крайне универсальна сама по себе и в то же время дополняет антикритовую направленность вместе с Гелиосом. Корвус нам не нужен, так как у нас уже есть танк, а среди двух лучших антимагов в игре выберем именно Фобоса, так как Корнелиуса для его полной реализации понадобился бы сверху пробивник брони, а у нас магическая пачка. И последним персонажем возьмем Майю. Она обеспечит всю нашу пачку лечением и увеличит количество здоровья золоту Амиры. Далее собираем атакующую пачку. Забираем Тесака, берем еще одного хаотичного героя в виде Лилит, после этого возьмем Амиру для прикрытия от магов, а в случае с четвертым героем между Ксешей и судьей остановимся на последнем, так как нашей Амире очень пригодятся его оглушения. И последний в нашу пачку пойдет Данте, чтобы затолкать команду соперника в кучу, позволив Лилит наносить урон по всем сразу. Наша защитная пачка также выиграла, а Амира под достойной поддержкой и лечением во всей красе показала себя. Сразимся против еще одного игрока с 209 сервера. Сразу же приходит Руфус, поэтому забираем его. В подмогу в нашу защитную пачку возьмем, конечно же, Небулу. Далее попробуем сыграть через Сатори, так как у нас уже есть как минимум один достойный герой поддержки под него и Мистик Руфус. Вторым мистиком в нашей пачке станет Хайди, тем более у нас нет другого адекватного выбора. И последним героем выпадает то, что нам так нужно.
Андвари. Мало того, что он отлично сочетается с Руфусом благодаря своему щиту, так он добавляет еще одну метку для второго умения Сатори, и в совокупности в такой пачке Лис сразу же накладывает 4 метки в начале боя. Собирать героев в атаку начнем традиционно с танка, поэтому берем Аврору. В это же время я вижу, что у соперника в качестве танка выставлен Руфус, и поэтому нам нужно либо собирать физиков, либо находить Морриган. Не стоит спешить с этим выбором, поэтому забираем Безликого. И третьим героем как раз приходит Морриган, поэтому берем ее и посмотрим, что выпадет дальше. Рандом не оставляет нам шансов, и так как мы находимся в ситуации, где в нашей пачке нет существенного дэмэдж-дилера, берем в поддержку Астрид и Лукаса, которая своим физическим уроном под пробивом вполне себе дееспособна. И пятым героем нам предлагают двух пробивников и Эсмин, так как у нас уже есть Морриган и плюс отсутствие контрпиков в команде соперника позволяет взять Змеюку, что мы и делаем. В защите мы также успешно выигрываем, так как Андвари против Карха и Ясмин точно знает, что делать. Вот такие бои сегодня у нас получились. Если вы хотите видеть больше сражений с данного режима, дайте мне знать. И тогда можно будет провести стрим, на котором я потрачу все свои накопленные попытки. Также напоминаю вам, что лучшей благодарностью от вас будет подписка и лайк этому видео. Вам не сложно, а мне приятно. Всем спасибо за просмотр.